Canton Fair 2025. Крупнейшая выставка в мире и крупнейшая выставка всего, что производится в Китае. И сейчас сегмент бытовой техники. Мы в павильоне Hisense. Все самое интересное и топовое от этого глобального китайского производителя. Телевизоры, лазерные проекторы, премиальный звук, стиральные машины, пылесосы, холодильники. Чего только не будет в этом видео, это реально интересно. Потому что это тостер, у нас много интересного домашней техники. Подписывайтесь и пойдем смотреть, что нового у Hisense. Телевизоры. И сразу новая революционная технология RGB Mini LED. И новый телек Hisense UXQ с диагональю 116 дюймов. И он, кстати, уже продается в России. Смотрите, обычно Mini LED — это миниатюрные светодиоды с синей подсветкой. И для создания цветов используется слой квантовых точек и промежуточные фильтры. А RGB Mini LED — это вообще новая и реально революционная технология. Каждый пиксель подсветки содержит 3 независимых субпикселя – красный, зеленый и синий. Red, Green, Blue, отсюда и RGB. Здесь нужный цвет создают сами светодиоды подсветки, напрямую, без промежуточных фильтров. Результат – крутейший цветовой охват до 95% BT2020. Пиковая яркость до 8000 нит и контраст 6500 к 1. А если просто двумя словами – роскошная картинка. Насыщенная, контрастная, с отличной детализацией, с точными градиентами и тонкими переливами. Очень круто. И знаете, что самое крутое? Вот этот телек 116 дюймов, он доступен в России с осени 2025 года. Можно у нас официально купить, дорого, конечно, дорого, но это топовое решение в сегменте телевизоров. Куда сейчас без искусственного интеллекта? Никуда. Как никуда и без людей на выставке. У Hisense в телевизорах, конечно, искусственный интеллект есть, и сейчас я вам расскажу о нем в подробностях. Начнем с AI 4K App Scaler. После интеллектуальной обработки качество самого разного контента, будь то видео из домашних архивов, любимые фильмы, телепередачи или даже потоковое видео, становится ощутимо выше. Достигает уровня почти 4К, благодаря усиленной детализации текстур и более резкому очерчиванию границ объектов. А интеллектуальная технология AI HDR App Scaler повышает качество весьма распространенного контента HDR10 до близкого к стандартам HDR10+, для более реалистичного изображения. Технология Hisense AI Smooth Motion еще больше раскрывает возможности современного телевизора. Нивелируются размытости во время сложных движений в кадре, неожиданных переключений ракурсов. Все отображается четко, картинка плавная и максимально реально передает происходящее. А, например, AI Natural Face находит лица людей в кадре и автоматически улучшает контуры, тон кожи, мелкие детали. В итоге лица кажутся реальнее, живее, если хотите. Это немного уже какая-то даже дополненная реальность получается. Что скажете? Давайте поизучаем, попереключаем тут, послушаем звук. Да? Круто. Просто смотрите, в чем фишка. Можно иметь супер крутой телевизор, но если не будет хорошего звука, это уже не то что-то. Как-то эпоха немого кино — это круто, но надолго оставаться там не хочется. И у Hisense есть крутые топовые решения для звука. Алгоритм Room Fitting Tuning создает индивидуальное звучание, адаптированное к конкретному помещению, где происходит просмотр и прослушивание. А технология High Concerto объединяет динамики телевизора с саундбарами Hisense для максимальной гармонии звука и, конечно, комфорта пользователя. AI Scenario Sound Optimizer анализирует контент и создает лучший возможный режим звучания для музыки, новостей, спорта, игр или фильмов. И очень полезный режим AI Clear Voice. Благодаря ему даже в шумных сценах голос и диалоги звучат максимально отчетливо. В кооперации с признанным экспертом в мире аудиотехники французской компанией Devialet Hisense создала и интегрировала в свои продукты премиальные решения.
Например, настроенные Devialet 65-дюймовые ULED-телевизоры U7Q Pro и U8Q с технологией подсветки Mini LED Pro, продвинутый саундбар HT Saturn и лазерный телевизор Hisense L9Q. А еще в L9Q в качестве источника подсветки работает технология трихрома. По сути, это полноценная RGB лазерная система, а значит, можно отказаться от фильтров при создании цветов. И мы в итоге имеем впечатляющий цветовой охват, яркость 5000 ANSI люмен. Даже если помещение не слишком темно, изображение будет хорошо видно. И контрастность 5000:1. И вот как раз здесь еще многоканальная звуковая система 622, доработанная в студии Devialet и откалиброванная на уровне Парижской оперы. Все это дает, как говорит Hisense, непревзойденные акустические ощущения. Это вообще эксклюзивная модель. Тут передовой технологический опыт Hisense в сфере телеизображения, акустика Devialet и премиум дизайн. Реальный топ. Hisense еще делает крутые проекторы, причем это мини-проекторы, они все лазерные, и они, например, могут проецировать изображение диагональю от 150 до 300 дюймов. Но это еще не все о них. Я реально все чаще сталкиваюсь с тем, что люди дома используют проекторы, а не телеки. И тут у Hisense много востребованных компактных решений. Лазерные проекторы разных серий. И одна из главных фишек в них – технология AutoMagic. Тут вам и адаптация изображения к цвету стены, и максимальный комфорт для глаз, и даже обход препятствий с определением границ экрана. AutoMagic оптимизирует фокусировку и настройки геометрии экрана, корректируя искажения и выравнивая изображение. В ее основе высокоточный двойной сенсорный модуль CMOS, лазерный датчик препятствий и высокочувствительный датчик освещенности, работающий и калибруемый при помощи нейросети. В общем, современные компактные лазерные проекторы уже совсем не те, что были еще вчера. Во всяком случае, проекторы Hisense. Смотрите, люди здесь все снимают, потом какие-нибудь другие холодильники будут похожи на холодильники Hisense. Вообще, я вот о чем хотел рассказать. Есть у Hisense концепция, она называется Perfect Kitchen Fit. Смысл в том, что вы покупаете холодильник, и вы его максимально без проблем встраиваете, вписываете в дизайн кухни. Потому что бывает так, да? Ты приходишь на кухню, все красиво, дорого, и стоит такая коробка холодильника. Ни туда, ни сюда, да? Здесь другая история. Вы можете легко поставить, можно сказать, встроить холодильник в нишу. При этом у вас здесь расстояние, здесь 2,5 мм можно оставлять, здесь 5 мм. То есть он максимально круто смотрится и вписывается в любую нишу. При этом глубина этих моделей, она 60 сантиметров всего. То есть вот в кухне это у вас будет заходить прямо по полной, норм. И сейчас я, конечно, расскажу еще о самих холодильниках. Это холодильно-морозильная комбинация. Во-первых, это сразу необычно круто выглядит, такая эксклюзивная серая отделка у Hisense внутри. И это еще, заметьте, здесь двери, они открываются на 103 градуса. Здесь новые петли, то есть чтобы максимально было удобно пользователю общаться, скажем так, с холодильником. Внутри здесь, конечно, No Frost. Здесь Metal Touch Cooling. Смотрите, это металлическая панель, задняя стенка, она металлическая. Это, и красиво. И это еще, поскольку сама эта металлическая панель, она аккумулирует холод, то у вас температура поддерживается, достаточно равномерно по всему объему холодильного отделения. От этого и продуктам хорошо, и холодильнику, потому что меньше нагрузка на компрессор. Немножечко, да, это там не супер величины, но меньше. Еще здесь есть такая полка для напитков, ее можно снять, она съемная, то есть используете, окей, нет, убрали, не мешает. Полки по высоте переставляются. Зона свежести здесь большая. Здесь на 2 контейнера она разделена. Нулевая зона, около нуля. Здесь температура для хранения свежего мяса, рыбы, морепродуктов. И для фруктов и овощей такой большой контейнер здесь с регулировкой влажности. Многопоточное охлаждение, но фрост, управление здесь сенсорное. Это все понятно. Еще крутая фишка у этих холодильников – это система охлаждения, которая находится вот здесь внизу. То есть у вас здесь разделяются потоки воздуха, холодный поток и теплый поток. Именно здесь. И именно такое решение, оно тоже, собственно, способствует тому, что вы максимально задвигаете его туда в нишу, и он у вас стоит, и у вас все красиво, все замечательно.
Это вот холодильно-морозильная комбинация. Есть еще такого же плана Perfect Kitchen Fit холодильники, ну, классические, двухкамерные. Да, они, собственно, такое же исполнение, просто здесь морозилочка снизу, снов роста, а так здесь все похоже. Ну и, собственно, можно выбирать. Если вам нужно побольше хранить продуктов, то вот такие комбинации. Если по классике, то вот такой холодильник. Ну, в этом многодверном холодильнике наибольший интерес представляет морозилка. Здесь, ну, классическое морозильное отделение, а вот здесь My Fresh Choice. То есть вы можете менять здесь температурные настройки. Эта часть может работать и как морозилка, тут до минус 18 температура. Кроме того, вы можете использовать ее как зону свежести, то есть где-то около 0, минус 1, там для продуктов свежих, может быть, напитков, да, быстрое охлаждение. Также минус 5 температура, ну, такое легкое подмораживание, морепродукты, охлажденное мясо хранить. Ну или вообще использовать эту часть как продолжение холодильного отделения. Здесь может быть температура и до 5 градусов тоже установлена. My Fresh Choice. Но я вот рассказываю о ней, об этой технологии в этом холодильнике. Нужно понимать, что она, собственно, есть и в других холодильниках Hisense. Это вот как для примера просто. Смотрите, какой большой холодильник и какая милая такая небольшая полочка. Раз сюда 3-литровую банку маминых помидоров поставил. Вообще, хотел вам напомнить, что современный холодильник – это же сейчас такой медиа-хаб на кухне, потому что сейчас большие экраны, и здесь вы можете делать все, что угодно. Кроме того, что вы управляете холодильником, да, здесь еще вы можете контролировать продукты, потому что, ну вот в этом холодильнике камеры нет, насколько я понимаю. Да, пока не вижу. Но вы тогда вручную заносите сюда продукты и дальше контролируете удобно сроки хранения. Да, когда у вас истекает срок хранения, холодильник вам подсказывает, мол, давай уже либо приготовь что-нибудь, либо удали из холодильника. Дальше рецепты из того, что лежит в холодильнике. Плюс то, что не хватает для рецепта, оно уходит в шоппинг-лист, и вы можете на смартфоне его получить, в магазине посмотреть и докупить, и приготовить что-нибудь вкусненькое. Собственно, рецепты эти предлагает тоже холодильник. Также вы можете вообще управлять отсюда всей домашней бытовой техникой, которая у вас завязана на приложение Connect Life. Это приложение, которое, которое работает с техникой Hisense, их приложение. Ну и, конечно, вы можете законнектить, собственно, холодильник со смартфоном. Здесь можно там разные изображения подобрать, то есть фотогалерея. Можно то, что у вас в смартфоне есть, тоже сюда выводить. Можно смотреть какие-то там видосы, я так понимаю, тоже с смартфона. Ну, в общем, как я сказал, холодильник – это не просто центр кухонной жизни, которым он всегда был, собственно. Это еще и такой реальный медиа-хаб на кухне, с которого вы управляете и другой домашней техникой. Напишите, как вам вообще такая идея, нравится, не нравится, пользовались бы вот такими возможностями холодильника. Расскажу вам еще про стиральные машины Hisense серии 5i, стиральные и сушильные. Они, кстати, доступны в России, можно купить официально. Смотрите, ну, во-первых, это красиво, они симпатично смотрятся. Дальше, здесь сохранили вот этот поворотный регулятор, но при этом здесь цветной, яркий TFT-дисплей. Ну, то есть такое все современное. Это приятно пользоваться. Вот ощущение от использования приятное. Такая современная реальная техника. Дальше давайте уже от юзабилити непосредственно к стирке. iJet технология. Смысл в том, что у вас вещи, ну, не просто там что-то в барабане, да, и как-то замачивается в воде. У вас на вещи подается под давлением струя уже готового, даже не одна струя, так несколько струй готового моющего раствора. Это, собственно, и для качества стирки, как говорят в Hisense, окей. Но еще это уменьшает время стирки, потому что вот все процессы вот эти стиральные внутри, они все быстрее происходят. И, собственно, я думаю, в том числе и поэтому здесь есть несколько быстрых циклов стирки для разных вещей, то есть можно быстренько что-то постирать. Ну и в целом это уменьшает время стирки любой. Дальше, здесь увеличенный барабан, увеличенная загрузка, это касается, собственно, и стиральной машины, и сушильной. То есть при стандартных габаритах мы получаем здесь, ну, реально большую загрузку. Много вещей помещается. Что касается стиральной машины, здесь есть еще автодозировка моющего средства, причем здесь так все умно сделано. Есть отделение для основного моющего средства, основного геля, плюс дальше уже можно играть. Можно вот дополнительный гель налить там для шерсти, для белых вещей, например, или кондиционер для вещей. Плюс можно порошок вот вручную, как обычно, насыпать. Ну, автодозировка, она хороша
хороша чем? Тем, что у вас нет перерасхода моющего средства, то есть в момент стирки, в нужный момент к вещам подается именно тот объем, который нужен, потому что машина понимает там и вес вещей, и выбранную программу и так далее. И еще это просто удобно, потому что вы налили и на некоторое время забыли об этом, а потом вам на смартфон уведомление придет или машина вам напомнит, что нужно долить еще моющего средства. В общем, вот так, много слов про автодозировку. По сушильной машине, ну, во-первых, вы видите, да, что это одна серия, один дизайн, поэтому отлично в колонну встает. Серия 5i Hisense. И здесь что? Здесь тепловой насос, конечно, да, и поэтому это и экономия электроэнергии существенная. И это, да, вот там все. И это еще возможность сушить при низких температурах, то есть сушить очень бережно. Здесь еще есть специальный уход, здесь с паром, с горячим воздухом, то есть такое освежение тоже вещей, там удаление запахов, ну вообще освежение. Это, кстати, важно, такая нужная программа бывает в некоторых случаях. Из шкафа там достали, что-то висело долго, раз быстро освежили и все, и окей. И еще iDry, это короткие циклы сушки, там разная загрузка, да, но в том числе может совсем мало вещей, вот нужно вам что-то быстро высушить и надеть. Положили, высушили и там за короткое совсем время и используете. Еще важный момент — это night dry, то есть ночная сушка. Машина менее интенсивно как бы сушит, больше по времени сушка может занять, но при этом это все максимально тихо, нет звуковых сигналов и, собственно, вам ничего не мешает отдыхать, если, например, это все используется в квартире типа студия. Стиральная и сушильная машины Hisense серия 5i, они доступны в России. Вот еще модное очень решение на всех последних выставках бытовой техники. Это и есть. Это вот эти дополнительные барабаны для стирки таких небольших вещей. Какой-то, может быть, футболочки, перчатки, там, нижнее белье и так далее. У многих это производителей есть. Причем это может быть вот как вот так вот установлено. Так здесь есть и отдельные модули. То есть вы можете установить, ну, вот как вам удобно. Не обязательно вот такой конструкции, таким Микки Маусом. Но вот смысл в том, что такая отдельная стирка. Здесь много стирки, а здесь какие-то другие вещи. Ну, не знаю, честно говоря, зайдет ли это в России. Вот напишите, как вам такая тема, вот такая тройная отдельная стирка. Вот я по выставкам для этого и езжу, чтобы здесь пылесосить. Это новый пылесос Hisense, и давайте пройдемся по нему. Здесь есть интересные решения. Во-первых, это вот насадка, щетка, да, она максимально правильно сделана, потому что вам можно одну насадку использовать для разного пола, и для ковров, и для твердого пола, потому что часто, когда просто турбощетка, у вас на твердом полу у вас разлетается мусор, а здесь добавили сюда еще валик вот этот вот впереди, и это позволяет из твердого пола нормально собирать мусор, и у вас здесь качественная турбощетка для ковров. И вам не нужна вторая насадка, да, не нужно там хранить где-то ее и так далее. Это очень правильное решение. Ну и плюс здесь вы видите подсветка мусора зелененькая, его там максимально хорошо видно где-то в труднодоступных местах. Это все правда работает и правда реально помогает. Дальше, здесь телескопическая вот эта вот регулировка по росту. Это важно, потому что, ну, чтобы пылесосить было максимально удобно. Мотор здесь прокачали, здесь инверторный мотор мощный, и он выдает вот мощность всасывания до 210 аэроватт. Больше не надо. Реально, этого прямо с головой хватает на все покрытия, на разные покрытия. Дальше что еще? Вот важная очень вещь. Ну, вот сейчас мы это все высыпем, да, потом пропылесосим. И смысл в том, что здесь есть еще новая система очистки, которая помогает, ну вот, почистить контейнер так без помощи рук практически. Вам же здесь не нужна стерильная чистота, да? Вы так вот сделали все, высыпали и все, и отлично. Он нормально с ним убирать, не тяжело с ним, вот я его держу. Здесь такая мощная система фильтрации, здесь, ну, авторежим, понятное дело, ну и там несколько других режимов, минимальный, максимальный, а вот прям супер максимум есть, ну и, собственно, авто, понятно. Да, нормально съемный аккумулятор, ну вот это вот основные фишки этого пылесоса. Есть, конечно, здесь станция самоочистки, то есть вы его на эту станцию самоочистки водружаете, и
Дальше у вас весь мусор, он, собственно, уходит в мешок, полисборник, он 3-литровый. Вот как раз запустилась самоочистка. Ну и дополнительные насадки, и все это хранится на базовой станции. Такой клевый помощник дома от Hisense, вертикальный беспроводной пылесос. Модная тема сейчас в России, в том числе аэрогрили. И самые модные аэрогрили – это аэрогрили двухэтажные. Вот здесь у Hisense есть, но я называю двухэтажные, потому что здесь вот такое отделение, где вы можете, не знаю, там курочку запечь, потому что здесь нагреватель с двух сторон, здесь и снизу есть нагревательные элементы, и в верхней части. Здесь что-то готовится, и одновременно можно готовить здесь вот, ну здесь наггетсы, муляжи, ну вообще там картошку фри, например. Причем здесь сверху вот кольцевой нагреватель с вентилятором, и вот эти вот нагреватели, которые посередине, они, ну как я понимаю, работают и снизу здесь тоже, потому что здесь есть, ну, такие отверстия, то есть они немножко греют и снизу тоже. Не знаю, насколько это помогает вот готовиться пище здесь, но, по крайней мере, нагрев такой на весь объем аэрогриля. Здесь, конечно, есть там разные автопрограммы, но тут как все у классического аэрогриля. Смысл в том, что сейчас именно вот такой двойной формат популярен, и это экономия места. То есть он выше, но по ширине у вас на кухне он места не занимает больше. Духовочку еще нашли здесь на стенде Hisense. И такая немножко духовка будущего это на самом деле. Потому что, ну, то, что она такая модно выглядит, это фасады без ручек, прямо сейчас в тему, это окей. Плюс здесь есть функция автооткрывания дверцы. Ну, этим никого не удивишь уже. Но здесь есть, например, голосовое управление. Причем вы не просто говорите духовке, там, включи температуру, там, 180 градусов и выпекай. Нет, вы говорите ей, ну, духовка, я хочу приготовить филе миньон. Она говорит, окей, я помню, вы готовили раньше, вам нужна была степень прожарки well done, так и делаем. Вы подтверждаете, кладете сюда, собственно, мясо, она определяет размеры вот кусочков, выдает вам время, которое она будет их готовить. Дальше вы финально подтверждаете, и начинается процесс приготовления. Я вам это сам сейчас все рассказал, потому что здесь такой демо-образец немножко, да, и поэтому приходится самому рассказать. Но в целом это вот такой процесс, когда вы общаетесь с духовкой, и она вам прям предлагает уже готовые решения для разных блюд. Но это, конечно, еще не все. Эта духовка, она вообще все в одном. Здесь и духовка, и пар, и микроволны. То есть вы можете готовить там разными способами, плюс комбинации и так далее. И это еще не все. Конечно, здесь есть автопрограммы. И здесь еще предусмотрено, это вообще концепция, которая сейчас популярна у многих брендов, и Hisense в том числе ее продвигает. Смысл в том, что вы с любого устройства можете управлять, опять же, любым домашним устройством. Имеется в виду с устройства, где есть дисплей. Вот вы, в принципе, с любого дисплея можете изменять настройки любого домашнего прибора. Подошли к духовке, что-то жарковато вам стало, раз на кондиционере температуру понизили. Ну и вот такие вещи. Вот это все, это Connect Live. Ну, плюс это все, конечно, с мобильным приложением тоже коннектится, потому что это Connect Live. Духовки для тех, кто пока не готов разговаривать с духовкой. Вот смотрите, здесь две духовки Hisense рядом, и, ну, сразу бросается в глаза, что ручки у них разные. Вот вроде мелочи, да? Меня часто ругают, что я цепляюсь к мелочам в этом плане, а вот здесь я прямо хочу зацепиться, потому что вот я берусь за вот эту ручку, ну, вроде нормально, привычно, да, открываешь дверь, все нормально. А когда я берусь вот за эту ручку, мне реально гораздо удобнее. Это вот эргономика, и вот эта ручка, вот казалось бы, да, такая деталь, а это удобнее, правда, как-то вот руке прямо лучше. И легко это все тоже открывается. Технология! Технология! Здесь, кстати, да, доводчики есть дверцы, что можно аккуратненько так отпустить. Дальше, здесь еще есть 70 автопрограмм. Ребята, 70, то есть на любой случай практически готовки. Вот, автопрограммы. И здесь, кстати, уже появляется цветной дисплейчик, нормальный, хороший, да, то есть это ТФТ. И здесь выбирается уже, ну, как любые блюда, морепродукты, выпечка, пицца и так далее. Автопрограммы, 70 автопрограмм.
В комплекте поставки есть термощуп, то есть духовка всегда понимает, когда, например, мясо готово. Ну и вы вместе с ней заодно, да, всем хорошо. Современные духовки, все практически, они идут вот с этим противнем, air frying. То есть духовки, они так борются с аэрогрилями, потому что сейчас модно готовить в аэрогрилях, но столько, сколько в духовке, ты в аэрогриле не приготовишь. Объемы разные. Здесь, кстати, еще пиролиз, то есть перлитическая очистка, выжигается у вас загрязнение все при высоких температурах. И, собственно, потом, когда остынет, все быстренько так подметается, убирается. Ну и, конечно, коннектится все с смартфоном. Connect Live приложение можно управлять с телефона все без проблем. Да, важно еще, здесь SteamAid Pro такой профессиональный пар. То есть у вас реально пар участвует в приготовлении во время работы духовки. Там в автопрограммах он добавляется в нужном объеме и в нужный момент. У вас раскрываются продукты, раскрываются специи, вкус. Продукты получаются, ну вот такими сочными, нежными внутри, но при этом вот корочка, если нужно, тоже получается. Ну, такое реальное, действительно, приготовление с паром по-настоящему. Кондиционеры Hisense, кстати, как вам их дизайн? У них Red Dot, но, честно говоря, знаете, непривычно, такая квадратная форма, это модная сейчас история. Вот восприятие дизайна, оно всегда субъективное. Напишите, как вам такой дизайн кондиционера. Нравится или любите такие более традиционные формы? Но здесь технологии, это главное, наверное, потому что здесь в этих кондиционерах собраны все технологии, которые сейчас есть в современных топовых продвинутых кондиционерах. Это, конечно, датчик движения. Кондиционер отслеживает ваше передвижение. Может поток быть направлен на вас. Например, вы занимаетесь спортом, там беговая дорожка, на вас кондиционер. Или, наоборот, отводиться от вас поток. Может, если вам, ну, собственно, так нужно, да, чтобы не дул на вас поток прохладного воздуха. Кроме того, когда кондиционер понимает, что в комнате, ну, нет никакой активности, он либо прекращает работать, либо снижает интенсивность работы, да, для поддержания, ну, вот, нужных оптимальных условий в помещении. Еще здесь есть голосовой помощник, можно управлять кондиционером голосом, и в случае с кондиционером это, ну, реально очень удобно. Ну, так вы идете, что-то там подумали, слушай, кондиционер, давай-ка плюс 22, и все, и у вас плюс 22, и та температура, которая вам нужна. Это, конечно, не все. Здесь еще есть очистка воздуха, технологии для очистки воздуха. Хайнана – это технология, которую разработала именно компания Hisense. И смысл в том, что здесь генерируется очень большой объем, очень большое число ионов, которые содержат в себе оба заряда, и положительный, и отрицательный. И вот благодаря этому сильно снижается содержание мельчайших частиц, мельчайшей пыли, там, пыльцы в воздухе. Кроме того, эти ионы, имеющие вот два заряда, они работают еще с разными вирусами, типа там свиного гриппа, в том числе и COVID-19, и их содержание в воздухе, если они есть, тоже снижается. В частности, вот здесь речь про свиной грипп до 93 почти процентов. Ниже содержание этого вируса может быть в воздухе, если он есть. Ну и вот, это основные технологии. Плюс, конечно, все это, кроме голосового помощника, все это можно контролировать со смартфона. И AirMaster, он, конечно, кондиционеры AirMaster, они, конечно, могут быть, ну, частью умного дома. Помните, я там говорил, что с дисплея духовки можно управлять, в том числе кондиционером? Да, вот им в том числе можно. Hisense кондиционеры. Вообще-то Hisense официальный спонсор чемпионата мира по футболу 26 года. И вот здесь за мной ворота, здесь иногда устраиваются такие конкурсы. Нужно забить гол, зачем-то они бьют по телевизорам вот 116-дюймовым, по звуку, по проекторам лазерным. Не знаю, я бы не стал этого делать, потому что и телеки, и проекторы, и звук просто супер. Hisense, конечно, глобально молодцы вот в этой отрасли. Но вы видели, что и бытовая техника на уровне, потому что мне очень зашла концепция Kitchen Perfect Fit, когда кухонную технику, в частности холодильник, легко просто встраиваешь в нишу, и он у вас со всей кухней максимально гармонично смотрится. Это очень круто и очень правильно. Еще я бы с удовольствием разговаривал с духовкой. Вот тот концепт духовки, с которой можно разговаривать, голосовое управление, просить ее там что-то приготовить.
мне бы это зашло. Ну окей, у меня профдеформация, но и другие духовки были крутые. Пишите в комментариях, что вам понравилось больше всего, что зашло. Если пользуетесь техникой Hisense, тоже пишите, делитесь опытом, потому что это всегда очень интересно. Это тостер с выставки Canton Fair 2025, стенд Hisense. Подписывайтесь, ставьте лайк и до новых обзоров и тестов. Пока!